Сыворотка Стоп-Акне из серии Анти-Акне. Это лечебный препарат, который применяется для уже лечения активного воздействия на воспалительные элементы при угревой болезни, акнеподобных всяких состояниях, при папулопустулезной стадии розация, при угревой болезни, осложненной демодекозом. Основной действующий компонент данной сыворотки – это азолаиновая кислота. В чем уникальность препарата? В том, что азолаиновая кислота, она, хотя и воздействует на основные ключевые моменты этиологии угревой болезни, на фолликулярный гиперкератоз, на самих микробов патогенов, которые вызывают воспаление. При этом она обладает достаточно интенсивным раздражающим потенциалом. И в большинстве средств, содержащих азолаиновую кислоту, проявляется, как правило, такой побочный эффект, как сухость кожи и раздражение. В данном препарате азолаиновая кислота находится в комплексе с глицином, и таким образом она, сохраняя все свойства свои терапевтические, как азолаиновой кислоты, и в достаточно хорошей концентрации, находясь, при этом она не вызывает раздражения, шелушения, как аналоги, которые содержат чистую азолаиновую кислоту. Помимо всего прочего, помимо самой азолаиновой кислоты, в составе есть компонент, обладающий пребиотическим свойством. То есть фактически пребиотик для кожи. Уже давно не секрет, что поддержание нормального, оптимального состояния нормофлоры, которая живет у нас на коже, а у нас очень много микробов, в том числе и полезных, проживает в организме, как наши симбиоты. Если мы будем поддерживать состояние нормофлоры, таким образом вот эти полезные бактерии будут вытеснять патогенные бактерии, которые являются, в общем, условно патогенными, не вызывают проблем, если их мало. А если они начинают бесконтрольно размножаться, как, например, пропионобактерии акне или клещ демодекс, который в норме тоже находится на коже, то уже будут они вызывать какие-то клинические проявления, в частности, воспаление или попросту говоря, прыщи. Помимо пребиотика и азолаиновой кислоты в составе сыворотки Стоп-Акне содержится себорегулирующий комплекс очень активный, который содержит цинк, магний и медь. Соответственно, будет регулировать выработку кожного сала и снижать ее на тех участках, на которых она интенсивная, допустим, если это комбинированная кожа. При этом не пересушивая те участки, которые, допустим, вырабатывают кожное сало в норме, или наоборот даже являются себостатическими. Кроме вышеперечисленных компонентов, в составе сыворотки у нас еще очень важный компонент для стимуляции регенерации, для лучшего заживления, для быстрого разрешения воспалительных элементов. Компонент – это депантенол. Как говорится, никто не будет оспаривать его ранозаживляющие феноменальные свойства. Немножечко добавлен в состав такой компонент, как бета-гидроксикислота, салициловая кислота, ее здесь совсем немного. И в комплексе сыворотка Стоп-Акне помогает быстрому разрешению воспалительных элементов, если успеть ею воспользоваться до активной фазы, скажем так, развития прыща, то, возможно, он даже не разовьется, то есть не превратится из папулы в пустулу. Поддерживается состояние нормофлоры, соответственно, меньше размножаются, меньше становится количество бактерий, которые способствуют развитию воспалительных элементов. И таким образом ее можно применять для лечения в составе, как говорится, комплексного, как правило, лечения все-таки угревой болезни. Комплексным является угревой болезни, папулопустулезной стадии розация, демодекоза и так далее, всяких акнеподобных состояний. Использовать ее можно дважды в день, а можно использовать, допустим, ее один раз в день, а второй раз в день уже наносить какой-то другой препарат, который назначает в зависимости от характера воспалительных элементов, как правило, врач-дерматолог. Как ее применять?
Сначала кожа очищается очищающим средством. Идеально сочетается, естественно, она с очищающим гелем нашим, который подходит для чувствительной кожи, а кожа с угревой болезнью, с нарушенным изначально гидролипидным барьером является чувствительной практически всегда. Поэтому чем более щадящее будет очищение, тем для такой кожи лучше, чтобы сохранять гидролипидный барьер, защитные свойства нашей кожи. Кожа очищается, после этого нужно восстановить pH и дочистить кожу от остатков балластных веществ, которые были в водопроводной воде, от остатков даже самых мягких ПАВов. И, как я уже говорила, вернуть pH в кислую сторону. Используется тоник. В данном случае оптимально использовать тоник для жирной и проблемной кожи, который не содержит спирта, но содержит себорегулирующие компоненты, либо тоник с АХ-кислотами, освежающий. После этого на подготовленную таким образом кожу мы наносим небольшое количество стоп-акне. Она, как вы видите, имеет такую легкую сывороточную текстуру, при этом не пересушивает кожу. Наносится стоп-акне либо на все лицо, если оно достаточно большое количество воспаления имеет, либо на участки, допустим, только лоб или только подбородок. И уже сверху сыворотки, когда она полностью впитается, где-то минут через 5, можно нанести противовоспалительный гель серосодержащий Домотен. При необходимости, после того, как впитается Домотен, сверху можно нанести солнцезащитное средство. Для проблемной кожи рекомендуется, естественно, солнцезащитное средство с текстурой oil free, то есть без жировой текстуры. Соответственно, вечером, когда пациент вернулся домой, очищается кожа тщательно очищающим гелем. Используется опять-таки тоник, либо для жирной проблемной кожи, либо с АХ-кислотами. Наносится на участки с воспалениями сыворотка стоп-акне, либо какой-то еще медицинский препарат, назначенный врачом. И когда лекарственное средство впиталось, можно нанести пектиновый гель, который тоже обладает очень ярко выраженной противовоспалительной активностью за счет того, что, состоя из цитрусового пектина, имеет кислый pH в диапазоне около 3,5, что опять-таки способствует уменьшению количества микробов на коже, которые не любят кислый pH, и, соответственно, уменьшению количества воспалений. Вот такая сыворотка стоп-акне из серии антиакне.